с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео я хочу показать вам несколько простых и вкусных идей первых блюд, потому что вы довольно часто просите меня снять подобное видео. Но перед тем, как мы начнем, я напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити випуск нових відео. Ну а також моїм глядачам з України нагадую, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. Тому обов'язково переходьте на нього та підписуйтесь. А якщо бажаєте познайомитися зі мною ближче, то ще підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал. Итак, начнем приготовление нашего первого рецепта с того, что нарежем луковицу кубиками. Все как обычно. Так же, как и обычно бывает для супов, нам понадобится морковка, ее также нарезаем кубиками. Далее возьмем сладкий перец, и я думаю, вы уже догадываетесь, как его необходимо нарезать. Все верно, также кубиками. Ну а далее возьмем 2 томата, сделаем вот такие вот надрезы и будем заливать их кипятком, чтобы снять с них шкурку. В кипятке оставляем примерно на минутку, и после этого шкурка легко снимается. Ну а теперь их можно тоже нарезать кубиками. Я люблю готовить первые блюда так, чтобы все получалось в одной кастрюле, чтобы не надо было мыть много разной посуды. Поэтому я разогреваю кастрюльку с антипригарным покрытием и выкладываю в нее обжариваться несколько куриных бедрышек уже без косточек. Также я добавила немного сливочного масла для аромата и несколько минут обжариваю до золотистой корочки. Затем уже добавляем лук, морковку, перец и томаты. Хорошенько перемешиваем и подтушиваем до легкой мягкости овощей. Далее я добавляю сюда 150 грамм уже заранее отваренного нута, соль и специи по вкусу. У меня это орегано, карри, и добавляю кипяток. Можно вместо нута добавить обычную консервированную фасоль, либо любые другие бобовые, ну либо же просто картошку. Немножко лаврового листа накрываем крышкой и готовим минут 15 до полной готовности овощей и мяса. В конце добавляем немного сливок, я добавила примерно 70 мл, ну где-то на глаз так. Перемешиваем, варим еще пару минут, и на этом наш супчик готов. В отличие от многих других первых блюд, этот суп получается у нас довольно сытным, потому что тут у нас есть и мясо, и немного бобовых. Например, вот я не наедаюсь, если в супе либо только мясо, либо только бобовые, а этот вариант как раз отлично подходит. Кстати, он очень ароматный, как видите, даже Бруно пришел и попрошайничает. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Для него также сначала нам понадобится луковица, которую мы нарезаем мелкими кубиками. Морковку в этот раз просто натираем на мелкой терке. В этот раз нам еще понадобится картошка, я взяла 2 довольно крупные и нарезаю кубиками. Ну а теперь самое интересное, нам понадобятся грибы, у меня это вешенка, здесь ее где-то 150 грамм, ее я просто мелко нарезаю. Вместо вешенки вы можете взять абсолютно любые грибы на ваш вкус, может быть шампиньоны, но вешенка ароматнее, так что лучше взять все-таки ее. На разогретой и слегка смазанной маслом сковородке я сперва обжариваю лук пару минут до мягкости, затем добавляю морковку, перемешиваю, готовлю так несколько минут до готовности овощей. И теперь добавляю сюда грибы. Обжариваем до готовности грибочков. В процессе можно добавить немного соли и перца. В конце добавляю немножко сливочного масла, здесь где-то 5 грамм. Довожу до кипения кастрюльку с водой, отправляю в нее картошку и добавляю сюда 2 нарезанных кубиками плавленых сырка весом 70 грамм каждый. И теперь готовлю это минут 15 до готовности картошки. И в конце уже добавляю зажарку с грибами. Готовлю еще буквально пару минут, также добавляю соль по вкусу, и на этом наш сырный грибной супчик готов. Это, кстати, один из моих любимых вариантов первых блюд.
Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Сейчас как раз там действуют скидки, они будут длиться до 11 марта, поэтому советую поторопиться, если вы хотите приобрести уже готовое меню и худеть, питаясь вкусно и сбалансированно. Следующий рецепт. Нам понадобится луковица, которую, как обычно, мы нарезаем кубиками. Также кубиками мы нарезаем морковку. Очень мелко нарезаем пару зубчиков чеснока. И начинаем сперва обжаривать лук в кастрюльке с добавлением небольшого количества масла. Пару минут до мягкости, затем добавляем чеснок, морковку и готовим до мягкости овощей. Тем временем картошку я нарезаю кубиками. Во многих рецептах картошку советуют добавлять к обжарке, тоже слегка обжарить, мол, так получается вкуснее. Поэтому я тоже так делаю. Также добавила сюда 100 грамм замороженного перца. Он у меня уже мелко нарезанный, можно взять свежий. Добавляю специи, у меня это тмин и итальянские травы. Также добавила сразу немного соли. Я промыла 1 стакан красной чечевицы водой хорошенько, и теперь ее добавляем к овощам. Заливаем это все либо же водой, либо же бульоном. Вот так вот и накрываем крышкой, готовим еще минут 20 до готовности. Супчик становится густым, поэтому я хочу сейчас взбить его блендером, чтобы это был крем-суп. Хотя это не обязательно, можно есть его и в таком виде. Вот так быстро и просто мы приготовили чечевичный суп-пюре. Это очень полезный вариант супа, так как в нем большое количество клетчатки, здесь много овощей, также растительного белка из чечевицы. В общем, суп по себе очень вкусный, если добавить в него подходящие специи. Поэтому обязательно их используйте. Подаем со свежей зеленью, у меня это кинза, и можно еще добавить к нему гренки. Следующий рецепт супа я вам уже показывала несколько месяцев назад, но он очень вкусный, поэтому стоит того, чтобы показать его еще раз. Я взяла несколько картофелин и нарезаю их кубиками. Также нам понадобится 2 литра бульона, я его сварила из домашней куриной грудки. В бульон добавляем картошку, также немножко его подсаливаем, если до этого не сделали. Куриную грудку уже сваренную я нарезаю кубиками. Бульон, конечно, лучше варить только на домашней куриной грудке, те, что обычные магазинные, по-моему, не очень для этого годятся. Я имею в виду в плане своей полезности. Снимаем пенку, если она образовалась, и к картошке теперь добавляем нарезанное куриное филе. Помешиваем и готовим около 10 минут до готовности картошки. Затем добавляем 400 грамм замороженной смеси овощей. У меня это смесь, где цветная капуста, морковка и брокколи. Варим еще около 10 минут до готовности овощей. Натираем на терке 2 плавленых сырка. Так мы делаем для того, чтобы они быстрее у нас расплавились. Добавляем их в супчик, и буквально через пару минут они уже полностью расплавятся. Добавляем в конце соль, если нужно, специи, у меня это специи для супа. Перемешиваем, и на этом наш супчик уже готов. Мне очень нравится этот рецепт, так как он готовится быстро и просто, при этом он довольно сытный, у нас тут и бульон, и курочка, но при этом много овощей. В общем, вариант беспроигрышный, и он еще очень нравится моей семье. Поэтому всем советую попробовать. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то буду рада видеть ваши лайки внизу под этим роликом, а также не забывайте подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.